Алмазы – лучшие друзья не только девушек, но и авантюристов. Про сами камни сказано достаточно много. Сегодня мы немного поговорим о том, что случается, когда их добывают. В этой истории фигурируют несколько государственных переворотов, один съеденный революционер и супермодель Наоми Кэмпбелл. А в конце ООН заставляет африканские правительства помечать алмазы с помощью лазерных меток. Все мы выросли, зная, что в Африке алмазы валяются прямо на земле. В этом нас убеждали похождения героев копии царя Соломона и одноклассники, которые запоем читали приключенческие романы. Самое удивительное, что это, в общем, почти правда. Промышленную добычу алмазов в Южной Африке европейцы начали в 1860-х. Южная Африка к тому моменту была заселена бурами, голландскими колонистами. Сами себя эти люди называли африканеры. Одна из самых известных легенд об открытии алмазов в Южной Африке такова. Охотник по фамилии О'Рейли остановился переночевать на ферме африканера по фамилии Ван Никерк. Дело происходило неподалеку от реки Вааль в 1867 году. Проснувшись однажды утром, О'Рейли вышел во двор. Во дворе дети играли каким-то булыжником. Охотник пригляделся и побежал к хозяину. «Слушайте, это же алмаз!» – заявил гость. Ван Никерк посмеялся и предложил: «Да забери ты этот камень». Благо, камней в округе было навалом. О'Рейли предложением воспользовался. В Кейптауне выяснилось, что булыжник действительно был драгоценным. Удачливый охотник продал его за $3000 и, к его чести, поделился прибылью с Ван Никерком. История эта разлетелась по всей Южной Африке и вскоре погубила ферму Никерка. Уже за пару лет искатели алмазов разнесли все хозяйство африканера, перекопав там, вообще все, что было возможно. Правда, сам Ван Никерк в накладе не остался. Поддавшись всеобщей лихорадке, он тоже стал искать алмазы. По легенде, он все же сорвал огромный куш. Именно Ван Никерк купил у знакомого пастуха алмаз, который после обработки стал известен как звезда Южной Африки. Фермеру камень стоил 500 овец, а перепродал он его за $56 000. А в 1871 году на карте появляется название южноафриканского города Кимберли. Название это станет синонимом алмазной торговли. Об основании Кимберли тоже есть много легенд. Считается, что в 1870 году белые хозяева прогнали служившего им чернокожего пастуха за лень и пьянство. Пастух стал проситься обратно. Ему с издевкой предложили поискать алмазы. На следующий день пастух принес их целую россыпь. Хозяева, два брата, на радостях продали алмазоносные земли. И, как оказалось, сильно продешевили. На месте их фермы вскоре появились две самые известные алмазные шахты мира. Первая называлась Big Hole, то есть большая дыра. С неймингом в Южной Африке не сильно заморачивались. Вторую шахту назвали в честь братьев, видимо, в утешение. Фамилию этих людей вы знаете. Их звали Дидерик и Йоханнес де Бир. А с шахты де Бирс начинается история самого известного алмазного дома в мире. Город Кимберли становится знаменит. Сюда стекаются авантюристы, а также старатели, торговцы и уголовники. Причем иногда это одни и те же люди. Залежи алмазов оказались громадными. С 1871 по 1914 из одной только большой дыры добыли камней на 14,5 миллионов карат. Это где-то 3 трехтонных вагона. При этом сами размеры дыры были очень небольшие. Примерно 300 на 200 метров. Весь этот крохотный участок земли был поделен на еще меньшие участки, которые выкупались старателями. А дальше между ними начиналась война за сантиметры границы. Всего участков было 3600. Двигателем алмазной лихорадки было желание обладать самым лучшим и самым совершенным. Именно для этого тысячи людей в XIX веке ехали добывать алмазы в Южную Африку. Сегодня же достаточно зайти в ювелирный и выбрать там камень с идеальной огранкой. Чтобы сделать украшения с бриллиантами еще более совершенными, мастера ювелирного дома Muse Diamonds внедрили в производство технику симметричной посадки.
Так называют точную ориентацию камня в процессе инкрустации. Линии огранки четко выравниваются относительно крапанов и формы изделия. Этот процесс требует исключительного мастерства и внимания к деталям. В результате лучи света, падающие на правильно откалиброванный бриллиант, отражаются более симметрично. Бриллиант выглядит ярче, живее и дороже. И воспринимается не просто посаженным, а идеально встроенным в композицию, словно он создан специально для этого изделия. Например, такие украшения можно найти в коллекции Solo 1920 от Muse Diamonds. Это знаковая для ювелирного дома линия украшений с солирующими бриллиантами. Большая часть из них – помолвочные кольца. Ручной труд делает каждое изделие уникальным и особенно ценным. Украшения с симметричной посадкой от Muse Diamonds созданы для тех, кто хочет обладать безупречным. Чтобы изучить коллекцию Solo 1920, переходите по ссылке в описании. Большую дыру прорыли на 260 метров вглубь. Потом она исчерпалась. А шахту Де Бирс выкупил легендарный Сесил Родс. Родс, в честь которого назовут страну Родезия. Начинал он как торговец эпохи алмазной лихорадки, но сам алмазы не добывал. Он продавал старателям инструмент, приторговывал провиантом и даже приобрел помпу для откачки воды из шахт. Штука была редкая, и Родс сдавал ее в наем. Кимберли Родс ведет дела с самого открытия шахт. Если верить байкам, Родс создал там две традиции. Во-первых, пить за рулем. Приезжая и выезжая, Сесил всегда останавливался у паба на полпути, он же Halfway Pub. Там он выпивал кружку пива, не слезая с лошади. Вскоре ему стали подражать, а владельцы паба поняли, что это может быть уникальное предложение на рынке колониального алкоголизма. Паб работает до сих пор и до сих пор предлагает выпить, не выходя из машины. Похожим образом Родс оставил о себе память в местном клубе. Как правильный англичанин, он состоял в клубе и регулярно там напивался. А напившись, начинал свой любимый разговор о необходимости немедленной колонизации Африки. Он кричал: «На север, друзья, на север!» и для наглядности показывал рукой направление, причем каждый раз разное. В конце концов, товарищи по клубу распорядились вмонтировать в пол стрелу, направленную в сторону Северного полюса, и Родсу стало ощутимо полегче. В перерывах между этими нехитрыми развлечениями Родс выкупает шахту Де Бирс и основывает одноименную компанию. Причем в дело вкладываются Ротшильды. К 1883 году вся алмазодобывающая промышленность Капской колонии, то есть южноафриканских земель, принадлежащих Великобритании, находится под контролем Родса. Для него это только начало. Потом он пойдет в политику, станет премьер-министром Капской колонии, попытается устроить переворот в соседнем Трансваале и развяжет Вторую англо-бурскую войну, что в свою очередь приведет к созданию ЮАР. Он умрет в 1902 году. К тому времени компании Де Бирс принадлежит 95% мировой добычи алмазов. А в 1903 новые залежи открывают в Южной Родезии. Сейчас это территория Зимбабве. В 1907 алмазы находят в Анголе, затем в Намибии. Еще через несколько лет в Либерии, Танганьике и бельгийском Конго. Это современный Заир. Месторождения бельгийского Конго считаются самыми крупными в мире. В 30-е годы алмазы находят в Сьерра-Леоне и французском Конго. Африканские алмазы текут на мировые рынки рекой. Но впереди Вторая мировая, которая превратит Европу в руины. Африку ждет эпоха деколонизации, а вместе с ней эра так называемых кровавых алмазов. Кровавыми алмазами журналисты окрестили драгоценные камни, добытые в зонах военного конфликта. ООН официально называет их Conflict Diamonds, но кровавый алмаз звучит, конечно, интересней и правдивей. Официально ООН обратила внимание на проблему кровавых алмазов в 1998 году. Причиной стала гражданская война в Анголе. Собственно, почти вся история Анголы состоит из гражданской войны. В 1975-м Ангола объявила о независимости от Португалии. Ну а дальше против португальцев там боролись вообще все, кого не спроси. Все они героически освобождали страну от колонизаторов. Но как только колонизаторы кончились, освободители вцепились в глотки друг другу. Две самые мощные группировки назывались УНИТА, движение за полное освобождение Анголы, и МПЛА, народное движение за освобождение Анголы. Чтобы выяснить, каким должно
должно быть ангольское освобождение полным или все-таки народным, была развязана самая известная из прокси-войн 20 века. Советский Союз поддерживал МПЛА, американцы – УНИТА и ее основателя Джонаша Савимби. Война требовала средств, а алмазы были очень хорошим активом. Их было относительно легко добыть. Их было много. Алмазы было легко и удобно транспортировать и прятать. Контрабандисты провозили их тысячи способов. В прическах, в складках одежды, в желудке. Самые богатые алмазами территории Анголы находились под контролем УНИТА. И боевики Савимби не стеснялись брать шахты под контроль любыми средствами. Людей насильно загоняли на работу. Их семьи брали в заложники. Отказников убивали. В 1992 году МПЛА и УНИТА согласились провести выборы, которые закончились очередной резней и десятками тысяч жертв. И гражданская война пошла по новой. Ну а еще через 6 лет ООН наконец обратила внимание на проблему алмазов. Резолюция ООН от 1998 года запрещала торговлю ангольскими алмазами, не имеющими государственного сертификата. Игрокам алмазного рынка предписывалось разработать способы проверки и контроля оборота камней. В 2000-м был основан Всемирный алмазный совет. Целью организации было создание системы учета и слежения за оборотом алмазов. Проще говоря, она должна была перекрыть поток средств африканским пылевым командирам. Это, конечно, мало кого смутило. Ангольцы продолжали войну, шахты работали, контрабандисты сновали через границу. Официально гражданская война в Анголе окончилась в 2002 году. Те же проблемы были и в Либерии. Там тоже шла гражданская война, и точно так же, как в Анголе, все стороны торговали алмазами. Официальное либерийское правительство продавало их вполне законно. Но в 1980 году в Либерии случается переворот. К власти приходит популярный лидер Сэмюэл Доу. Он держится 5 лет, а потом его бывший заместитель по имени Томас Кивонгпа, в свое время изгнанный из страны, собирает в соседней Сьерра-Леоне собственный отряд. И Доу, и Кивонгпа наполняют рынок драгоценными камнями. Ни на один камень документов у них, понятно, не было. Кивонгпа в итоге проиграл, его убили и, предположительно, съели. Война шла до 1996 года. Полевой командир Чарльз Тейлор, который ее выиграл, замкнул на себя потоки алмазов из Кот-д'Ивуара, Сьерра-Леоне и Либерии. Но долго у власти все равно не удержался. В 2002 году его свергли, а в 2006 правительство Нигерии, куда он бежал, выдало его в Гаагу. Среди свидетелей на процессе были не только бывшие полевые командиры, которые рассказывали про пытки и ритуальный каннибализм, но и Найоми Кэмпбелл. А получилось это так. В 1997-м Найоми столкнулась с Тейлором на банкете у Нельсона Манделы и, видимо, произвела неизгладимое впечатление, потому что той же ночью к ней в номер постучались люди Тейлора и подарили ей мешочек с алмазами. Сторона обвинения утверждала, что на сдачу с этого мешочка Тейлор купил в ЮАР партию оружия. В целом, накал гражданских войн в Африке действительно снизился в результате борьбы с продажей кровавых алмазов. Начиная с 2000 года доля конфликтных камней на рынке непрерывно снижалась. По данным Всемирного алмазного совета, к началу 90-х годов доля кровавых алмазов на рынке составляла до 19%. А в 1999 уже всего лишь 4%. В 2003 году при содействии ООН был утвержден Кимберлийский процесс. Это международная система сертификации алмазов, названная, как вы уже догадались, в честь города Кимберли. Система еще более усложнила продажу контрабандных камней. Например, были введены правила маркировки специальными лазерными метками на камнях. Крупные камни отслеживались особо. Казалось бы, победа. Поток кровавых алмазов остановлен. Но в таких делах всегда есть «но». Крупнейший обработчик алмазов в мире – Индия. На обработке, шлифовке и гранении алмазов там работает громадная индустрия. И многие работники этой индустрии работают почти в кустарных условиях. Никакие лазерные метки они, как понятно, не наносят. Кимберлийский процесс и ВАС предлагают новые меры. Например, введение специальных QR-кодов на каждый алмаз или использование технологий блокчейна для регистрации камней. Но все упирается в условия труда в Индии. Европейские алмазные дома, конечно, все правильно пометят и запишут. А вот индийские игроки не обращают внимания на такие мелочи. Кровавые алмазы все еще добываются в Африке, шлифуют
торгуются в Индии и едут на алмазные рынки Европы. По их доле на рынке можно плюс-минус отслеживать политическую ситуацию на африканском континенте. Или, перефразируя Салтыкова-Щедрина, разбудите меня через 100 лет и спросите, что происходит в Африке. А я отвечу: добывают алмазы, продают, а на вырученные деньги свергают друг друга.